开服3天了，抽了一堆废卡，连副本都打不过，回头就转区了。什么？就是那个男人，一回合就…… Титулованный меч всегда был очень крутым и мощным персонажем, и его уважал Тансан и все монстры Шрека. С его силой считался даже духовный храм, и его жертва не была напрасной. Но обо всем по порядку. Чин Синь, также известный как Титулованный меч, является одним из двоих титулованных клана 7 драгоценных изразцов. На боевом континенте известен как титулованный с самой сильной атакой. В указе Верховного Понтифика записан как представитель и защитник секты 7 сокровищ, хотя полноценным главой является Нин Фэнджи. Боевой дух Чин Синя – это меч 7 убийств, который является одним из немногих высших духов и может сравниться с молотом чистого неба. Чин Синь известен как атакующий титулованный номер 1 на континенте, именно из-за его духа. При прорыве к рангу титулованного Чин Синь получил эксклюзивную сферу, какую именно не уточняется, возможно это сфера меча. Когда Чин Синю было 72 года, уровень его духовной силы достиг 92-го. В том же году его отец 98-го ранга столкнулся с Цянь Даолю, великим священнослужителем зала старейшин, 99-го ранга, потерпел поражение и умер. Более 10 лет спустя духовная сила Чин Синя достигла 96-го уровня, а после столкновения с мастерами Бибидун и потери руки он прорвался на 97-й ранг. В битве у перевала Дзялин он сыграл немаловажную роль. Титулованный меч 97-го ранга с 80% усилением Нин Фэнджи поднялся до 98-го ранга духовной силы, практически за долю секунды. Прямо сейчас он уже мог сравниться с Бибидун, в то время, когда она не могла полностью высвободить свою духовную силу. Сотрясающий удар меча заполнил небо, почти мгновенно приземлившись перед легионом бронированного дракона. Несравненно острая энергия меча заставила 10 тысяч сильных мастеров замереть как один, и сразу после этого раздалась серия мощных взрывов. Казалось, что вся земля взорвалась. Затем он столкнулся с призрачным леопардом, который напал на Нинранрон. После того, как Бибидун приказал отступить, он возглавил армию духовных мастеров, чтобы преследовать и уничтожать убегающую армию. Однако решающее сражение произошло позже. Почти месяц спустя 6 монстров Шрека во главе с Тансаном, который уже стал морским богом, вернулись с острова на перевал Дзялин. Во время решающей битвы между Тансаном и Цянь Ринсюя титулованные меч и кости помогали в битве с титулованными храма, в то время как 6 монстров Шрека сдерживали 6 великих старейшин. И вот после этого произошло трагическое событие, которое заставило многих опечалиться. Титулованный меч героически погибнет, спасая Тансана. Вот как это будет согласно новелле. Почти в самом финале Тансан и Бибидун на уровне богов будут сражаться друг с другом. Тансан стал морским богом, однако и Бибидун к этому времени унаследовала ужасающую божественную силу Ракшасы. В некоторой степени у Бибидун был перевес, она находилась в выигрышном положении. Своими массивными атаками она почти пробила защиту Тансана. Особенный вред наносила божественное оружие Бибидун – коса Ракшасы. Как раз в этот момент гигантская тень вылетела из перевала Дзялин, неожиданно оказавшись костяным драконом. Это была 9-я духовная способность титулованного Кости – божественный костяной дракон. На его спине стоял Чин Синь. С вершины стен вырвался свет 7 сокровищ. Нин Фэнджи поддерживала их изо всех сил. У них была только одна цель – вырвать Тансана из рук Бибидун. Огромный меч заполнил все небо. Была активирована сильнейшая способность единения меча Чин Синя. Прыгнув со спины костяного дракона прямо на Бибидун, он был полон гнева и убийственного намерения. Кажется, он совсем забыл о собственном выживании. Этот удар мечом стал вершиной всей его жизни. Гигантское тело титулованного Кости еще сильнее атаковало Бибидун. Каждая кость излучала бледный свет. Эти 2 старейшины клана 7 драгоценных изразцов вкладывали всю свою духовную силу и жизненную энергию в эту единственную атаку. После такого взрыва ничто не останется невредимым. Они оба понимали, что если Тансан погибнет от рук Бибидун, то даже если в Небесной Империи будет сотня титулованных, это все равно не хватит для победы над 2 богами – Бибидун и Цянь Ринсюя. Это станет катастрофой для всего континента. Раненый Тансан никак не мог остановить то, что произошло дальше. 9 божественных серпов Ракшасы, направленных прямо в Тансана, встретились с титулованным мечом, Чин Синем и костяным драконом. Оба столкновения произошли практически одновременно. Бесчисленные черные кости разлетелись в воздухе, и меч, который был с Чин Синем всю его жизнь, мгновенно сломался. 2 титулованных, которые были известны на весь континент, моментально погибли в воздухе. Это была разница между людьми и богами. Смерти титулованного меча и кости не были напрасными. Их атаки, к сожалению, не могли навредить Бибидун, но все же смогли ее отвлечь. Ей пришлось потратить много божественной силы, чтобы убить их. И в это же время Тансан накопил силы для следующей атаки. Бибидун совсем не ожидала, что у Тансана все еще есть силы. Какое же интересное, эпичное зрелище нас ждет под финал боевого континента. И как жаль таких сильных мастеров, как Чин Синь и Кости. Нинранрон, наверное, будет очень печально. Спасибо большое за просмотр. Напишите, что вы думаете о жертве Чин Синя и титулованного Кости. Подписывайтесь на канал и всем пока.